На этот раз мы сделаем стол по мотивам фильма «Аватар». Реально летающая скала, натуральные растения и аватар почти как живой. Приятного просмотра. Как вы видите, этот проект начался еще зимой. Поскольку в нем задействовано 3 мастерские, это не быстрое дело. Но забегая вперед, скажу, что оно того стоило. Столешница будет сделана из вот такого горбыля мореного дуба, которому более 500 лет. Это можно понять по цвету. Чем дольше дуб лежит в воде, тем темнее он становится. Есть, конечно, еще много других факторов, но грубый анализ я делаю исходя из цвета. В общем, чем дольше дуб лежит в воде, тем темнее и крепче он становится. Но кора не может похвастаться такими свойствами. Именно ее мы и убираем, вернее то, что от нее осталось. Спустя час работы имеем черный снег и вот такую заготовку, которую распиливаем пополам. В итоге из одного горбыля нам надо получить 4 заготовки. При помощи удобной приспособы и лобзика распускаем ее вдоль. Следующим этапом надо вывести 2 плоскости и получить угол в 90 градусов. Для этого осталось несколько десятков раз прогнать ее через фуган. Спустя час работы имеем 4 заготовки с идеальным углом в 90 градусов. Когда у нас есть одна идеально выровненная сторона, отталкиваясь от нее, равняем ответную, прогоняя дерево через рейсмус, параллельно делая все 4 элемента одинаковыми по толщине. В одном из бортов стола нам надо строить левитрон, для того, чтобы заставить левитировать небольшой остров, прям как в фильме «Аватар». Для этого при помощи ЧПУ мы делаем выборку, в которую идеально помещается устройство. Его функционал вы увидите немного позже. Теперь осталось запилить все 4 элемента под 45 градусов и получить квадратную столешницу. Многие знают, что на обыкновенной торцовке сложно запилить идеальный угол под 45 градусов. Но, как вы видите, у нас все сошлось. Дело в том, что Андрей занимается и каждый день учится столярке уже много лет. Вот, например, для одного из следующих проектов мы заказали 3D принтер, но оказалось, что никто не владеет 3D моделированием. И мы купили курсы по Cinema 4D в Skillbox, на данный момент осваиваемый. Кстати, Skillbox открыли 7 дней бесплатного доступа к онлайн-курсам и интенсивам. Попробовать себя в новой востребованной профессии можно будет по следующим направлениям: программирование, дизайн, дизайн среды, маркетинг, игры, управление и мультимедиа. Если вы давно задумывались о том, чтобы освоить новую профессию, но никак не можете понять, в каком направлении двигаться, то Skillbox дарит уникальную возможность попробовать курсы по востребованным профессиям абсолютно бесплатно. Что нужно сделать, чтобы получить бесплатный доступ к курсам? Первое. Выберите интересный вам курс. Второе. Заполните заявку и ждите письмо с приглашением в систему обучения Skillbox. Там вы получите доступ к любому выбранному курсу на 7 дней. Ни сейчас, ни потом ничего платить не придется. Это полностью бесплатный доступ. Бесплатные модули являются частью полноценной программы. Они позволят понять, насколько подходит выбранное направление, как проходит процесс обучения, насколько хорошо объясняют преподаватели. Лично я убежден, что нельзя тратить время на нелюбимую работу. Именно поэтому я и занялся ютубом ровно 5 лет назад. Ссылку оставляю в описании. Развивайся в Skillbox, будь круче, чем вчера. А мы продолжаем. Для того, чтобы стыки смотрелись естественно, несостыковки доводим стамеской, после чего получаем естественный состыкованный рваный край. И так на всех 4 углах.
Когда все подогнано, приступаем к склейке. Тут все просто, клей и стандартное столярное соединение на шкант. Хотя по сути это даже лишнее, поскольку в дальнейшем центральная часть будет залита эпоксидкой. И исходя из опыта, скажу, что ее нереально отодрать от дерева. Но поскольку до заливки еще далеко, и нам предстоит повозить столешницу по другим мастерским, решили склеить надежно. На следующий день клей высох, и я снимаю струбцины. Кстати, очень удобные струбцины. Теперь нам надо сделать заглушку, на которой и разместится вся декорация. Для этого берем обычный лист фанеры, побольше клея по всему периметру, и остается все это зафиксировать при помощи скобозабивного пистолета, чем я и занят. Как я и говорил, в дальнейшем этот короб будет заливаться смолой доверху. Для того, чтобы свести к минимуму выход воздуха из дерева, предварительно покрываю все подстолье лаком. Следующим этапом нам надо залить первый слой смолы, который будет являться черной и черновой подложкой. Он и позволит нам убедиться, что все стыки герметичны, перед тем, как залить туда 15 кг основного состава. Для этих целей я взял состав под названием Crystal Epoxy от Artline. Его я и подкрашиваю черным красителем. Пока смола сохнет, занимаемся подстольем. 4 ножки будут выполнены все из того же мореного дуба. Их я декорирую стабилизированным натуральным мхом и папоротником. Для того, чтобы мох после стабилизации выглядел свежим и живым, его немного подкрашивают. Поэтому первый слой я проливаю грунтовочным. Для того, чтобы в толще основной смолы не поплыл зеленый краситель. Ну и попутно для того, чтобы изолировать выход воздуха из дерева. На следующий день, когда первый слой схватился, заливаем основной слой. Для этих целей я взял состав под названием Wood Pro. Им я и заливаю будущие ножки, доверху. А тут можно заметить, что папоротник слегка пропитался смолой, и появились такие мокрые пятна. Это надо учитывать в дальнейшем. Спустя 4 дня смола высохла, и мы разбираем опалубку. Первым делом при помощи фуганка равняем одну из сторон, для того чтобы, опираясь на нее, получить остальные 3 ровные стороны.
А вот, собственно, почему эпоксидку частенько ненавидят в столярных мастерских. Эта стружка разлетается по всей мастерской и магнитится ко всему на своем пути. Вот такой снегопад. Следующим этапом прогоняем заготовки через калибровально-шлифовальный станок. И уже через пару проходов имеем идеально отшлифованные детали, которые можно покрывать лаком, на этот раз глянцевым лаком. Этим я и занят. Пока ножки сохнут, возвращаемся к столешнице. Для того, чтобы сделать стол по мотивам фильма «Аватар», нам нужен портрет аватара, как ни странно. Для этого я и шлифую смолу и отправляюсь к Юле. Это крутой тату-мастер, художник и хороший человек. Спасибо ей огромное за участие в проекте. Вот ее инстаграм. Ну а дальше без лишних слов. После того, как краски высохли, отправляемся снова в мою мастерскую и покрываем портрет глянцевым лаком, для того, чтобы защитить его. Следующим этапом просверливаем отверстие и ставим столешницу под небольшим углом, и можно начинать декор. Как вы помните, папоротник пропитывается смолой и теряет общий вид, поэтому я решил предварительно защитить его слоем матового лака. Теперь уже можно заниматься декором. Перед тем, как заливать мох смолой, мы решили его прогрунтовать все той же смолой. Именно для этого и было сделано отверстие, через которое стекает подкрашенная мхом смола, и раскладываем композицию. Я не особо приемлю искусственные цветы, особенно в заливке, поэтому напоминаю, что все эти кочки, папоротники и мох стабилизированы и натуральные. Спустя пару дней, когда композиция готова и грунтовочный слой смолы высох, переходим к основной заливке. Главное не забыть закрыть отверстие, через которое сливалась зеленая смола, иначе можно будет лить бесконечно долго. По периметру делаем небольшой бортик из силиконового герметика. Поскольку смола дает небольшую усадку после высыхания, нам нужен запас по высоте. Для этого и делается бортик.
А тут мы немного поторопились с последовательностью, и сперва нам нужно было добавить еще эффектов, а конкретно оптоволокно. Вы часто спрашиваете, где вообще его можно купить. Лично я всегда беру вот в этом магазине и оптом, такими бобинами. Всегда доволен сервисом и товаром, поэтому смело могу рекомендовать. Ссылки на все используемые материалы вы найдете в описании ролика. Так вот, отверстие для оптоволокна в 0,75 мм я обычно сверлю 0,8 сверлом, что и рекомендую делать вам. Но, конечно, все зависит от материала. Обычно я это делаю в фанере, и оптоволокно отлично проходит, но в то же время держится на своих местах. Лично я насверлил уже не одну сотню таких отверстий, поэтому знаю, о чем говорю. Кстати, мы как-то делали карту и подсвечивали города таким же способом. Кто не видел, рекомендую. Но для тех, кто собирается делать это в первый раз, сверлом в 0,8 мм, советую брать сверла про запас. Тут я тоже знаю, о чем говорю. А вот и долгожданное оптоволокно. Сперва я просовываю его во все отверстия, но не до конца, для того, чтобы в дальнейшем не искать каждый канал под микроскопом. Следующим этапом берем ОФ смолу. Ее особенность в том, что это однокомпонентный состав, и полимеризуется он, то есть высыхает, за пару минут под ультрафиолетовым излучением. Таким образом я фиксирую все точки на своих местах и параллельно герметизирую отверстие. Да, даже через такое тонкое отверстие, плотно заполненное оптоволокном, без проблем убежит смола. Когда все 40 отверстий покрыты ОФ смолой, кладем сверху ОФ лампу и оставляем на 5 минут. Тем временем разводим 15 кг смолы. На этот раз берем состав под названием Монолит 5 для объемных заливок. Отличный состав полимеризуется 7 дней, но за это время все пузыри выходят самостоятельно. Если, конечно, вы не заливаете какие-то пористые материалы, из которых воздух может выходить годами, и льем как из ведра. Спустя 7 дней возвращаемся к столешнице. Как вы видите, она уже лежит на ЧПУ, а значит быть калибровки. При помощи вот такой фрезы от CMT калибруем ее, снимая по полмиллиметра за проход. Мы боялись переборщить и снять лишнего, поэтому решили сделать лишний проход, чтобы не наткнуться на выборку, сделанную под левитрон, потому что до этой выборки всего 3 мм. Если вы забыли, о чем это я, скоро мы к ней вернемся. Так вот, спустя несколько проходов я отшлифовал столешницу и, как вы видите, покрываю ее глянцевым лаком и оставляю так на 2 дня. Следующим этапом переходим к самому интересному. Для того, чтобы добавить изюминку в проект, я обратился к Роману Храмову. Кстати, так и называется его канал на YouTube. Там он делает мега крутые диорамы, обязательно заглядывайте. А для нашего проекта он сделал вот такую летающую скалу, прям как в фильме «Аватар». При помощи левитрона и магнита заставляем ее левитировать. Все ссылки вы найдете в описании. А теперь осталось собрать все воедино.
Оптоволокно мы подсветим RGB светодиодом, для того, чтобы подсветить такой пучок из 40 прутков. Левитрон кладем на свое место. Прикручиваем ножки и оцениваем результат в комментариях. Такие проекты занимают очень много времени и сил, поэтому большая просьба помочь с распространением этого ролика. Лайк, длинный коммент, а самое главное — поделиться роликом где угодно. Спасибо и добра от топора.